Итак, девочки, мы с вами подошли к вывязыванию третьей части свитера, непосредственно вывязыванию ростка. Для того, чтобы свитер, немножечко теории для тех, кто никогда не вязал росток, не знает, что это такое. Значит, для того, чтобы свитер анатомически правильно садился на фигуру и не давил, не сдавливал горло, мы должны вывязать вот такой росток. Вот у меня лежит образец. Вот это перед, простите. Вот это рукава и вот это спинка. И вы видите, что на спинке провязано больше всего петель, чем на других частях изделия. На спинке самый длинный такой, длинная часть ростка, потом немного меньше на рукавах и совсем немножечко впереди. Поэтому, когда мы будем надевать свитер, нам вот это горло не будет сдавливать и давить шею, а оно сядет анатомически правильно. Значит, для того, чтобы правильно вывязать росток, нам нужно правильно распределить наши петли и составить вот такую схему. Вот у нас с вами 128 петель. Это мы набирали для вязания нашего свитера. Значит, на схеме эта часть нижняя, вот точно так же, как и на образце, это перед. Верхняя часть – это спинка. Вот это рукава. И вот этими полосочками отмечены регланные линии. Значит, у нас всего 128 петель. Нам нужно их распределить на спинку, на перед, на рукава и на регланные линии. Начинаем всегда с регланных линий. Значит, у меня самая простая регланная линия, состоящая из 2 петель. Вот я на эти регланные линии и оставила по 2 петли. Бывают регланные линии, состоящие из 3 петель, 4 петель. Бывают всевозможные ажурные, косами и так далее. Там уже другой расчет. Там, значит, оставляется столько петель, сколько нужно на эту регланную линию. Значит, в моем случае по 2 петли я распределила на регланные линии. Дальше нужно распределить петли у нас на рукава. У меня нет особой какой-то математической схемы расчета. Я свои схемы делаю исключительно основываясь на собственном опыте. Я перевязала уже очень большое количество моделей, и поэтому я приблизительно знаю, для того, чтобы был рукав потолще или потоньше, пошире, поуже, сколько примерно петель нужно оставлять на рукава. Вот в моем случае по 18 петель я распределила на рукава. Дальше у нас оставшиеся петли нужно распределить между спинкой и передом. Значит, всегда наперед оставляем немного больше петель. Вот у меня на спинке 40, и наперед я оставила вот 44 петли. Значит, вот этим красным маркером я отметила начало ряда. Отсюда мы будем начинать вязание, а вот синей стрелочкой я отметила направление вязания. Вот мы будем отсюда начинать вязание и вязать вот против часовой стрелки по кругу. Значит, что такое зеленые точки? Зеленые точки – это места разворота нашего ростка. Значит, у меня с одной стороны их 7 и с другой стороны 7. В общей сложности у меня будет 14 точек разворота. Значит, что такое цифры над этими точками? Это количество петель, после которых мы будем делать разворот. К примеру, мы там провязали вот эту часть нашего изделия, провязали вот спинку, связали там 2 петли регланной линии, и дальше делаем, прибавки мы всегда делаем перед регланной линией и после регланной линии, и вот эта одна петля, это именно идет прибавка, ее мы не считаем. Мы прибавили, и дальше считаем 5 петель, и после того, как связали 5 петель, мы разворачиваемся, потому что вяжем поворотными рядами, то есть дальше мы не провязываем, а разворачиваемся и вяжем в обратную сторону. Когда мы доходим до следующей точки разворота, мы снова разворачиваемся и вяжем в обратную сторону. И теперь мы останавливаемся не на первой
точки разворота, а уже на следующей. То есть от этой точки провязываем еще 5 петель и разворачиваемся на этой точке разворота. И таким образом мы будем делать постепенно все наши точки разворота, мы их будем провязывать. Вот таким образом. Итак, да, у нас получится вот такой росток. Приблизительно размер ростка составляет всегда 5-6 сантиметров. В моем случае, вот он росток у меня 6,5, почти, точнее 5,5, почти 6 сантиметров. Где-то 5,5-6 сантиметров должен получиться росток. Там зависит от плотности вашего вязания, поэтому это уже нюансы и детали. Так, девочки, что нам понадобится? Нам нужно будет сейчас при распределении петель на нашем вязании, нам понадобится 8 маркеров. Один из этих маркеров должен отличаться от других, чтобы мы знали, где у нас начало ряда. Вот, к примеру, у меня 7 маркеров одинаковых, а 8-й ряд он отличается, а 8-й маркер он отличается. И вот его я на начало ряда, вот видите, как здесь. Все маркеры вот просто бусинки, вот просто бусинки, а здесь вот со звездочкой. Это начало ряда, чтобы мы знали всегда, где мы начинаем и где заканчиваем ряд. Итак, возможно, сумбурно, но когда начнем вязать, все будет ясно и предельно понятно. Для тех, кто знает, им достаточно просто схемы, а для тех, кто ни разу не вязал, будем вязать вместе. Значит, сейчас первый ряд мы с вами будем расставлять просто маркеры. Итак, надеваем первый маркер, обозначающий начало ряда, и провязываем 2 лицевые петли регланной линии. Снова надеваем маркер и дальше смотрим по схеме. Дальше у нас идут 18 петель рукава. Значит, просто вяжем лицевыми петлями 18 петель. 1, 2, 3, 4, 5. Девочки, спицы номер 5 у нас уже идут. Основные спицы, на которых мы будем вязать все изделие. Так, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Так, провязала 18 петель, надеваем маркер и 2 петли реглана. 1, 2 лицевыми. Снова надеваем маркер. Вот мы их провязали. Дальше идут 40 петель спинки. Лицевыми петлями вяжем 40 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 40 петель спинки провязали. Надеваем маркер. 2 петли регланной линии. Снова надеваем маркер. И дальше у нас идет снова 18 петель рукава. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ой, 18. 18. Надеваем маркер. Дальше 2 петли регланной линии. Снова надеваем маркер. И вот у нас остаются 44 петли переда. Считаем их. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Считаем самостоятельно. 40 у меня, 41, 42, 43, 44. И вот мы дошли как раз до нашего основного маркера. Ряд провязали. Итак, мы расставили маркеры и теперь, собственно говоря, приступаем именно к вывязыванию ростка. Итак, по схеме у нас идет регланная линия. Мы начинаем делать прибавки. Теперь возле каждой регланной линии справа и слева мы будем делать прибавки. Итак, перед регланной линией мы прибавки будем делать все из протяжки. Перед регланной линией мы поднимаем протяжку, надеваем ее на спицу и за переднюю стенку провязываем лицевой петлей. Дальше мы провязываем 2 петли лицевые, это именно регланная линия у нас идет. Переснимаем маркер, и следующая прибавка тоже у нас идет из протяжки, но теперь мы ее надеваем не сверху, так как предыдущую, а вот так снизу, и провязываем теперь за заднюю стенку. Вот таким образом. Так мы будем делать все протяжки. Все прибавки, простите. Итак, первую прибавку мы сделали. Теперь мы с вами вяжем по схеме вот до вот этой точки разворота. Значит, сейчас мы вяжем 18 петель рукава. Считаем самостоятельно. 18 петель. Вот довязали до следующего маркера, до следующей регланной линии, и снова делаем прибавку. Поднимаем протяжку, надеваем на спицу и за переднюю стенку провязываем лицевой петлей. Переснимаем маркер, 2 петли регланной линии лицевыми, переснимаем маркер и теперь в обратную сторону снизу подхватываем и за заднюю стенку провязываем. Дальше у нас идет спинка. Вяжем спинку самостоятельно до маркера. Вот я провязала спинку до маркера. Теперь делаем прибавку. Надеваем на спицу и за переднюю стенку провязываем из протяжки лицевую петлю. Переснимаем маркер, 2 лицевые. Снова переснимаем маркер. И вот мы с вами пришли до первой точки разворота. Значит, вот эта одна петля, это мы делаем прибавку регланной линии. Надеваем снизу и за заднюю стенку провязываем. Вот, одну петлю мы провязали. Теперь нужно провязать 5 лицевых петель. Итак, 1, 2, 3, 4, 5. И теперь дальше мы не вяжем, а разворачиваем изделие на изнаночную сторону. Вязать мы росток поворотными рядами будем, как я уже говорила. Переснимаем вот эту крайнюю петлю на правую спицу и вот эту рабочую нить заводим назад. У нас как бы из одной петли вот 2 перемычки получились. Теперь, девочки, чтобы места разворота не были видны
на изделии, мы хорошенько следим здесь за натяжением нити. Хорошо подтянули и в обратную сторону вяжем изнаночными петлями. Изнаночными петлями мы вяжем с вами до вот этой точки разворота. А для того, чтобы мы не запутались, я отмечаю. Вот вы тоже берете себе какую-нибудь ручку или маркер и отмечаем. Значит, здесь эту петлю я уже провязала, эту точку разворота я провязала. Дальше я должна провязать все вот эти петли изнаночными и перейти вот в эту точку разворота. Значит, в изнаночных рядах мы прибавки с вами не делаем, а те, которые прибавки мы делали в лицевых рядах, мы их просто точно так же провязываем изнаночными петлями. Вот я дошла, видите, до прибавки. Я ее провязываю изнаночной петлей. И дальше и линии реглана изнаночными петлями. И все основные тоже вяжем изнаночными петлями. Сейчас это я нахожусь на спинке. Значит, спинку провязываем самостоятельно. Всю спинку до маркера. Вот я провязала петли спинки, дошла вот сюда до маркера, до регланной линии. Провязываю регланную линию, 2 петли. Переснимаю маркер. И теперь вот первую протяжку, первую прибавку, что мы делали, вот это единичка, мы провязываем изнаночной петлей. И теперь изнаночной петлей провязываем следующие 5 петель. 1, 2, 3, 4, 5. Разворачиваем наше изделие. Развернули. Ниточка у нас за работой. Переснимаем последнюю петлю на правую спицу и перебрасываем рабочую нить вперед. Вот у нас тоже получилась вот как двойная петля. Сейчас, секундочку, нитка запуталась. Так, отметили, что мы эту точку разворота провязали. И разворачиваемся снова в обратном направлении. Вот перешли мы к лицевым рядам. Значит, перетянули, подтянули хорошенько, следим за натяжкой и вяжем лицевыми петлями до маркера. Теперь на лицевой стороне мы делаем прибавки. В каждом ряду на лицевой стороне мы делаем прибавки перед регланными линиями. Значит, поднимаем протяжку, надеваем на спицу и за переднюю стенку петли провязываем лицевой. Дальше идут 2 петли регланной линии. И снова протяжка только в обратную сторону, за заднюю стенку. Дальше у нас по схеме идут петли спинки. Их вяжем самостоятельно до маркера. Петли спинки провязаны, дошли до регланной линии, в лицевом ряду делаем прибавку. Сначала за переднюю стенку. Провязываем 2 петли регланной линии и протяжку, точнее прибавку из протяжки в обратную сторону. Так, теперь, смотрите, мы должны довязать до следующей точки разворота. Значит, вяжем лицевыми петлями до той петли, которую мы переворачивали. Вы ее не пропустите, потому что она у нас перевернутая и как бы двойная получилась. Вот она. Видите? Значит, как мы ее провязываем для того, чтобы как можно менее заметно у нас было место разворота. Мы ее провязываем лицевой. Вот, подхватываем обе стеночки и провязываем лицевой. Вот так. И хорошенько подтягиваем. Не забывайте про натяжку. Вот мы ее подтянули. И дальше мы вяжем 5 лицевых петель. Эту подтянули и следующую хорошенько подтягиваем. 1,
Вот, подтянули, чтобы у нас не было видно этого места. Вот очень красиво, аккуратно получается. 2, 3, 4, 5. Провязали. Снова развернули наше изделие. Отметили, что мы провязали эту точку разворота. Переодели петлю на правую спицу крайнюю и нить завели за работу и хорошенько подтянули. Вот она у нас тоже стала двойной. И теперь вяжем изнаночный ряд. Изнаночный ряд уже вяжется, как вы уже поняли, без прибавок, просто изнаночными петлями. Это мы с вами вот от этой точки разворота развернулись и вяжем в обратную сторону и будем вязать до следующей точки разворота. Ну, давайте вы самостоятельно довяжете до регланной линии вот этой, а потом встретимся с вами. Петли спинки я провязала, дошла до регланной линии, провязываю тоже регланную линию изнаночными петлями. И дальше провязываю до первого разворота, там у нас будет двойная петля. Я покажу, как с изнаночной стороны ее провязывать. Вот у нас эта двойная петля получилась. И если с лицевой мы вязали лицевой, то с изнаночной надо провязать изнаночной. Для этого мы нить перед работой у нас, и мы захватываем за заднюю стенку 2 петли. Вот так. Сзади, с обратной стороны подхватываем вот 2 петли и провязываем изнаночной. И хорошенько подтягиваем. И теперь вяжем 5 петель до следующей точки разворота изнаночными. 1, 2, 3, 4, 5. И снова разворачиваемся на лицевую сторону. Надеваем, точнее, на последнюю петлю на правую спицу и перебрасываем нить. Вот таким образом. Отмечаем провязанную точку и пошли в обратную сторону. Теперь самостоятельно до следующей точки разворота. Вот сюда. Не забываем в лицевом ряду перед регланными линиями и после регланной линии делать прибавки. Я провязала петли спинки, дошла до этого момента, делаю прибавку из протяжки, провязываю лицевой, петли регланной линии, снова в обратную сторону протяжка. И здесь теперь можно петли не считать, а вяжем просто до той петли, которая у нас двойная. Мы ее не пропустим, она отличается от других петель. Потому что количество петель за счет прибавок постоянно меняется, поэтому здесь уже можно не считать. Так, вот я довязала вот до двойной петли, провязываю их 2 вместе, вот эти стеночки лицевой, хорошо подтягиваю, и дальше снова 5 лицевых петель вот до следующей точки разворота. 1, не забывайте в этих местах хорошо натягивать нить. 2, 3, 4, 5. Развернулись. Надеваем петлю на правую спицу и перебрасываем нить назад. И хорошо подтягиваем. И дальше у нас пошел изнаночный ряд, просто изнаночными петлями, без всяких прибавок, до следующей точки разворота. Сейчас отметим, что мы эту точку прошли. И теперь
мы идем в обратную сторону до вот этой следующей точки разворота на рукаве. Сейчас мы ее провяжем, и у нас точки разворота на рукавах будут провязаны, останутся только впереди. Вяжем дальше самостоятельно до той петли, которая двойная, вот здесь. Вот я дошла до двойной петли, и в изнаночном ряду я ее провязываю изнаночной петлей, захватывая сзади обе стеночки. И подтянули. И дальше 5 изнаночных петель вяжем. 1, 2, 3, 4, 5. Развернули, отметили. Все на рукавах мы провязали до точки разворота. Теперь идем по лицевому ряду, делая прибавки возле всех регланных линий, и встречаемся вот в этой точке разворота, где нужно будет провязывать нашу перевернутую двойную петлю. Не показала, как развернуть петлю, но я уже предыдущих разов все показывала, поэтому думаю, что вы уже запомнили. Переодели петлю и перетянули наперед. Вот так. И теперь лицевыми петлями вяжем весь этот лицевой ряд, делая прибавки возле регланных линий с одной и с другой стороны. Дошла до двойной перевернутой петли. Вот она. Провязываю ее за обе стеночки лицевой. Теперь, значит, до следующей регланной линии, до передней, у нас осталось 3 петли. Мы их провязываем лицевыми. 1, 2, 3. Дальше делаем прибавки так же, как и на предыдущих регланах. Значит, первая прибавка у нас идет с наклоном вправо. 2 лицевые. И вторая прибавка у нас идет с наклоном влево за заднюю стенку. Провязали. Эта прибавка у нас считается вот здесь как вот единичка. 1 плюс 2. А вот эта двоечка обозначает, что мы должны провязать 2 петли лицевой и сделать разворот. 2 петли я провязала, разворачиваю изделие, переношу крайнюю петлю на правую спицу и перевожу нить назад. Хорошенько подтягиваю и перехожу на изнаночную сторону, где вяжу просто изнаночными петлями без прибавок до следующей петли разворота. Сейчас я отмечу эту, которую провязала, и вяжу до следующего разворота вот сюда. Вяжем дальше самостоятельно. Вот я провязала сейчас вот эту регланную линию и провязала вот эту одну петлю, которая у нас была прибавкой в прошлом ряду. И теперь мне нужно провязать 2 петли изнаночной и сделать разворот. 1, 2. Разворачиваю изделие, перебрасываю крайнюю петлю на правую спицу и перебрасываю нить. Отмечаю разворот, который мы сделали, и двигаюсь в обратную сторону уже лицевыми в лицевом ряду до следующей вот этой точки разворота. Не забываем в лицевых рядах делать прибавки перед и после регланной линии. Все, дальше вяжем самостоятельно до точки разворота. Вот я дошла до места разворота, где
провязывала 2 петли. Вот она у меня двойная петля разворота. Я ее провязываю лицевой петлей за обе стеночки, подтягиваю, как обычно. И дальше у нас идет 5 петель лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. И развернулись. Переодели последнюю петлю и протянули нить назад. Все, это у нас мы перешли на изнаночный ряд, который будем вязать просто изнаночными петлями, без прибавок. Отмечаем провязанный разворот и вяжем в обратную сторону изнаночными петлями до места вот этого следующего нашего разворота. Вот я дошла до двойной петли разворота, провязываю ее как одну петлю вот за обе стеночки изнаночной. Хорошенько подтягиваю нить и дальше вяжу 5 изнаночных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И снова разворачиваем изделие, переснимаем крайнюю петлю, перебрасываем нить вперед и начинаем вязать лицевой ряд. Подтягиваем хорошенько. И лицевой ряд вяжем. Дальше отметили то, что мы там, где мы развернулись, и пошли в обратном направлении, делая прибавки перед и после регланной линии, доходим до вот этой точки разворота самостоятельно. Вот я довязала до двойной петли разворота, вот ее хорошо видно. Провязываю ее за обе стеночки лицевой. Хорошенько подтягиваю и дальше 5 петель лицевыми. 1, 2, 3, 4, 5. Развернули, переодели крайнюю петлю и завели рабочую нить за работу. Хорошенько подтянули. И дальше изнаночный ряд вяжем самостоятельно, без прибавок, до следующей петли разворота. Значит, эту мы отмечаем, что мы провязали, пошли в обратную сторону до вот этой точки. Дошла до точки разворота, до двойной петли, и изнаночной петлей с обратной стороны за обе стеночки провязываю. Хорошенько подтягиваю и дальше 5 петель изнаночных вяжу. 1, 2, 3, 4, 5. Это наша следующая точка разворота. Разворачиваемся и перебрасываем петлю и перебрасываем нить. Все, мы с вами перешли на лицевой ряд. В лицевом ряду мы делаем прибавки, как вы все помните, перед регланной линией и после регланной линии. Отмечаем то, что мы точку прошли разворота, развернулись, пошли в обратную сторону до последней точки разворота на этой стороне, на лицевой. Вяжем самостоятельно. Дошла до петли разворота двойной, провязываем ее, как обычно, лицевой петлей за обе стенки, подтягиваем нить и дальше вяжем следующие 5 петель лицевыми. 1, 2, 3, 4, 5.
Здесь с лицевой стороны это у нас последняя точка разворота. Мы ее провязали. Отмечаем. Разворачиваем изделие. Переснимаем петлю и перетягиваем нить назад. Вот таким образом. Подтягиваем хорошенько и вяжем изнаночными петлями в обратном направлении в эту сторону до последней точки разворота. Вот я дошла до петли разворота, провязываю за обе стеночки сзади, подхватываю изнаночной петлей и последние 5 петель провязываю изнанкой. 1, 2, 3, 4, 5. Разворачиваю. Переснимаю петлю, перебрасываю нить. И все. Значит, поворотные ряды у нас закончились, и росток у нас связан. Сейчас мы лицевыми петлями лицевой ряд провязываем, как обычно, с прибавками с двух сторон регланной линии. Вяжем вот сюда до последней петли разворота в лицевом ряду. И дальше я покажу вам, как от поворотных рядов мы переходим в круговые ряды. Вот я дошла до петли, где точка разворота у меня была вот на лицевой стороне. Ее я провязываю точно так же, как мы провязывали в предыдущие разы. За 2 стеночки подхватываем и провязываем лицевой. И хорошенько подтягиваем. Дальше мы не разворачиваемся, а продолжаем вперед вязать до вот этой точки разворота. Вяжем просто лицевыми петлями. Следите за натяжкой нити. Здесь очень важно хорошо контролировать натяжение нити. Вот мы дошли до точки разворота вот этой, которая у нас была на изнаночной стороне. Ее мы тоже за 2 стеночки провязываем лицевой петлей и хорошенечко подтягиваем. И дальше это уже мы перешли с вами на круговое вязание. Теперь мы будем продолжать свое вязание по кругу именно в лицевых рядах только. Сейчас я довяжу до начала ряда, до нашего основного маркера. Вот он у нас, наш основной маркер. И могу сказать, что росток у нас с вами вывязан уже полностью. И никаких сложностей это особо, надеюсь, что и у вас тоже никаких сложностей это не представит. Итак, эта часть свитера под названием росток у нас закончена. Росток у нас вывязан. Анатомическая посадка свитера обеспечена. И я могу сказать, что это была самая сложная часть при вязании свитера. Девочки, еще один вот такой момент. Когда мы с поворотных рядов с вами перешли на круговой ряд, у нас здесь впереди были 2 точки разворота. Так вот, одна точка разворота, которая была с лицевой стороны, у нас прекрасно с вами провязалась и совершенно ничего не видно. А вторая, которая была изнаночная, она у нас провязалась таким образом, что образовывается дырочка. Это не вы сделали какую-то ошибку, это так и должно быть, потому что мы не развернулись и не провязали эту петлю изнаночной, а просто прошли с лицевой. Образовалась дырочка. Это у всех так. Страшного в этом ничего нет.
Значит, некоторые девочки для того, чтобы не образовалась вот такая дырочка, они обрезают рабочую нить в этом месте и начинают вязать круговое вязание вот с этой стороны, где у нас висит вот маркер начала ряда. Они присоединяют нить сюда и начинают вязать, и тогда эта часть вывязывается без дырочки. Мне этот способ не очень нравится. Почему? Потому что придется потом прятать два кончика, и здесь, где мы отрежем, и здесь, где мы присоединим. Я считаю, что лучше спрятать один кончик вот здесь. Значит, что мы с вами делаем? Посмотрите, вот здесь у меня уже совершенно ничего не видно. Здесь уже все отлично. Что мы с вами делаем? Мы вот в этом месте, где у нас образовалась дырочка, поворачиваем изделие на изнаночную сторону и вот хорошо за перепоночку вот так подтягиваем нить. Вот так. Подтянули, и вы можете видеть, что с лицевой стороны уже все наладилось, и никакой дырочки у нас нет. Все отлично получается. Значит, нам просто нужно будет вот эту петлю спрятать с обратной изнаночной стороны. Спрятать будет очень легко, потому что у нас здесь рядышком находится ложная кетлевка, а она у нас связана полой резинкой, она внутри у нее пустота, поэтому можно прятать любые хвостики, какие угодно. Прячем кончик кто как хочет. Можно его вот здесь разрезать и аккуратно завязать узелком, а потом спрятать эти кончики в ложную кетлевку. Можно просто перекрутить вот таким образом и крючком аккуратно вот через вот эти перепоночки протянуть вот таким образом и затянуть прямо вот сюда в петли ложной кетлевки, чтобы этого не было видно. Вот, видите? Вот так аккуратно. И потом можно как раз вот тут в серединке этой кетлевки, в серединке полой резинки полностью спрятать этот хвостик и кончик его аккуратненько закрепить. И все, и с этой стороны у нас получается идеальное полотно. Я не вижу смысла делать дополнительные узлы и рвать нить. Можно вязать свитер полностью одной сплошной целой нитью. Это ловите от меня лайфхак.